Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о кукушке. Птице, знакомой, пожалуй, каждому. Ее голос весной слышен повсюду. Кукушка кукует, годы считает. По ее голосу определяли, сколько человеку жить осталось. Ждать ли богатства или замужества? Кукушка была живым календарем, символом прихода весны и обновления. Но кто ее видел? Куку есть, а птицы нет. Так может и кукушечка поехать. Это так говорят о человеке, который потерял рассудок. Ведь и правда кукует одно и то же снова и снова. Но точно многие знают, что кукушка – это мать без гнезда. Она подбрасывает свои яйца в чужие гнезда, заставляя других растить ее детей. Потому ее считали и хитрой обманщицей. Кукушка – это и предсказательница, и голос весны, и символ хитрости, и загадка человеческой души. Очень хотелось бы на нее посмотреть и узнать что-нибудь интересное. Вот поэтому прямо здесь и сейчас мы поговорим о кукушке поподробнее. Поехали! И звонкая куку – это лишь вершина айсберга. За таким простым куку скрывается целое семейство, одно из самых необычных в птичьем мире. В него входит 156 видов, объединенных в 35 родов и 5 подсемейств. И среди этих птиц есть все. И хитроумные обманщицы, честные строители гнезд, кочевники и даже бегуны. Кукушки-личинкоеды. В это подсемейство входят гуиры и ани. Они живут в тропиках Америки, держатся шумными стайками и славятся как неутомимые охотники на прожорливых гусениц. В отличие от своих европейских родственников, многие из них честно строят гнезда и выкармливают птенцов сами. Бегающие кукушки облюбовали землю больше, чем воздух. Эти птицы из Америки напоминают маленьких наземных хищников. Они шустро бегают по саванне и кустарникам, ловят насекомых, ящериц и даже мелких змей. В подсемействе земляных кукушек входят скрытные азиатские и мадагаскарские виды. Они предпочитают прятаться в подлеске, оставаясь почти невидимыми. Их считают одними из самых первобытных кукушек, сохранивших древний образ жизни. Отдельную линию представляют шпорцевые кукушки. Этих крупных тяжелых птиц можно встретить в Африке и в Азии. На лапах у них есть острые шпоры. Они строят гнезда и сами заботятся о потомстве, что делает их еще одним своеобразным исключением в семействе. И, наконец, венчает это кукушечье царство подсемейство настоящих кукушек. Кукушковые – это самая многочисленная группа, 26 родов и почти сотня видов. Здесь и бронзовые кукушки Австралии, и гималайские певцы, и, конечно, самая знаменитая обыкновенная кукушка, чей размеренный голос стал для нас символом весны и хода времени. Кукушки удивляют и своей пластичностью. Самая маленькая из них весит всего 17 грамм, меньше воробья, а крупнейшая исполинская кукушка из Австралии достигает полукилограмма и размахом крыльев может соперничать с ястребом. Да и у многих кукушек в облике есть что-то ястребиное. У кукушек лапы устроены необычно. 2 пальца направлены вперед, а 2 назад. Такая крестовина помогает цепко держаться за ветви и ловко перемещаться среди листвы. Длинный хвост служит рулем и в воздухе, и на земле, позволяя птицам стремительно менять направление. Также форма крыльев в зависимости от вида выдает образ жизни. Перелетные кукушки носят длинные узкие крылья, созданные для дальних миграций. Из Африки в Европу, из Азии в Австралию. А у оседлых, которые летают меньше, крылья короче и округлее, зато они более маневренные. Большинство кукушек одиночки. Они держатся поодаль друг от друга и редко собираются в стаи. Но есть исключения. Например, американские кукушки Ани, о которых мы говорили, живут шумными группами и даже строят коллективные гнезда, куда откладывают яйца сразу нескольких самочек. Все вместе они заботятся о птенцах, как община. Среда обитания тоже разнообразна. Чаще всего кукушки выбирают леса рядом с водоемами. Там есть и пища, и укрытие, но некоторые виды предпочитают открытые пространства, саванны, степи, пустоши, например, бегающие земляные кукушки. Эти земляные кукушки обзавелись длинными сильными ногами, и бегают они быстрее, чем многие наземные птицы. Кукушка-подорожник в Северной Америке развивает скорость до 40 км в час. Ее силуэт
вытянутой шеей и стремительными ногами напоминают маленького динозавра в перьях. Именно они показаны в мультипликационном фильме о приключениях койота. Рацион кукушек широк. В основе насекомые – жуки, кузнечики, бабочки. Особая страсть – мохнатые гусеницы, которые большинство птиц избегает из-за ядовитых волосков. Кукушка же глотает их целиком. Но и здесь есть неожиданности. Исполинская кукушка питается в основном фруктами и ягодами, становясь важным распространителем семян в тропических лесах. А шпорцевые кукушки дополняют меню ящерицами, лягушками и даже птенцами мелких птиц. И оказывается, под одним названием кукушки скрывается целая палитра поведенческих стратегий. Но всех их объединяет одно – они сумели найти способ выживания, иногда парадоксальный и противоречащий нашим ожиданиям. Но обо всем по порядку. Если спросить любого о кукушке, то почти наверняка он вспомнит только одно – голос. Ку-ку. Звонкое эхо лесов и лугов. Мы воспринимаем его как знак тепла, как лесной переклик, подсчитывая, сколько годков осталось. Но для самой птицы этот звук имеет совсем иное значение. Оказывается, ку-ку поет только самец. Его крик – это брачный сигнал, зов для самочки и одновременно объявление соседям – участок занят. Чем дольше и громче он кукует, тем убедительнее заявление. Иногда кукушка способна прокуковать сотни раз подряд. Орнитологи насчитывали до 360 непрерывных ку-ку. Самка в ответ издает другую мелодию – короткую трель или глухой окрик, похожий на смех. Редко можно услышать иные звуки – стрекот, квохтанье, даже нечто напоминающее лай. Кукушечье кукование чаще всего звучит на утренней и вечерней зорьке, когда воздух ясен и звук далеко разносится. Именно поэтому складывается впечатление, что кукушек вокруг множество. На самом деле птица осторожна и скрытна. Увидеть ее куда труднее, чем услышать. Но за этой знакомой мелодией стоит история, которую трудно назвать идеальной. Это история обмана и древней стратегии, доведенной эволюцией до совершенства. Возьмем, например, обыкновенную кукушку. Ту самую, что возвращается весной в Евразию из Африки. Она преодолевает тысячи километров, чтобы найти идеальные места для размножения. Влажные поймы, тростниковые заросли, лесные опушки. Здесь, в окружении певчих птиц, начинается ее хитроумная игра. И в зарослях тростника они находят идеальные условия. Рядом вода, изобилие насекомых и, главное, множество певчих птиц. Будущих приемных родителей. Все они ненавидят кукушку и отчаянно протестуют, заметив ее рядом с гнездом. Но протесты бессильны. Кукушка знает, что ищет. Самка кукушки никогда не строит собственного гнезда. Она выбирает чужое. Чаще всего жертвами становятся тростниковые камышовки, зарянки, горехвостки, жуланы. Их яйца небольшие и пятнистые, и именно под них кукушка умеет подделывать свои. У каждой самки особая специализация. Одни откладывают яйца, неотличимые от голубоватых кладок горехвостки, другие имитируют темные яйца камышовки. В пределах одной популяции кукушки делятся на кланы, группы самок с одинаковой окраской яиц. Момент подмены – вершина ее мастерства. Самка ждет, пока хозяева улетят. Тогда она бросается к гнезду, за несколько секунд проглатывает или выбрасывает одно чужое яйцо и оставляет одно свое. Все, меньше 10 секунд, и чужая семья уже обманута. Когда хозяева возвращаются, их кладка кажется прежней. Только одно яйцо чуть крупнее других, но на это они порой не обращают внимания. Самка кукушки не ограничивается одной попыткой. За сезон она способна подложить до 20 яиц, распределяя их по разным гнездам. Ее репродуктивная стратегия проста. Пусть каждый птенец растет в чужой семье. Но настоящий драматизм начинается позже, с появлением на свет кукушонка. Его яйцо развивается быстрее, и птенец вылупляется раньше остальных. Он еще слепой, голый, но уже действует. На спине у него есть чувствительный участок. Стоит ему коснуться яйца или птенца, как срабатывает врожденный рефлекс. Кукушонок подгребает соперника или яйцо, задирает его на спину, упирается лапками в дно гнезда и толкает к краю. Одно движение, второе, и яичко летит вниз. Так продолжается, пока в гнезде
не останется лишь он сам. С этого момента приемные родители начинают кормить только его. Крики кукушонка – еще один инструмент обмана. Они звучат так, словно пищит сразу несколько малышей. В ответ камышовки или зарянки трудятся вдвое усерднее, приносит насекомых без конца. Клюв кукушонка раскрыт настежь, а тело растет с невероятной скоростью. Через 20 дней он увеличивается в 30 раз, быстро обгоняя по размерам приемных родителей. Картина порой кажется гротескной. Крошечная тростниковая камышовка кормит насекомым птенца, который в несколько раз ее тяжелее. Но для нее нет разницы. Инстинкт прост. Кто в гнезде, того и растить. Так весенняя песня Ку-ку оборачивается историей, где нежная мелодия становится прелюдией к жестокому спектаклю. Но именно эта стратегия позволяет кукушке выжить и распространиться по всей Евразии. Но так бывает не всегда. Не всегда ее обман остается безнаказанным. Птицы-хозяева учатся распознавать подмену, и между ними начинается настоящая эволюционная дуэль. Первый уровень защиты прост. Внимательный осмотр кладки. Если яйцо кажется чужим, его выкидывают. Некоторые хозяйки действуют иначе. Оставляют подозрительное яйцо, но засыпают гнездо свежим слоем подстилки и начинают новую кладку поверх. Иногда попросту съедают. Есть и более радикальный вариант – бросить гнездо и построить новое. Каждое из этих решений уменьшает шансы кукушки на успех. Но кукушка тоже не стоит на месте. Ее яйца становятся все искуснее. Поделка затрагивает не только цвет и пятнистость, но даже форму и размер. Иногда различить подброшенное яйцо не может даже орнитолог. Эта борьба идет миллионы лет. Если бы хозяева не научились сопротивляться, их виды могли бы исчезнуть. Но если бы кукушка не совершенствовала подмену, ее стратегия тоже рухнула бы. В результате баланс сохраняется. Часть яиц раскрывают и уничтожают, часть обманов проходит успешно. Так эволюция превращается в бесконечную шахматную партию. Одни изобретают новые способы защиты, другие отвечают все более изощренным обманом. Никто не побеждает окончательно, и именно это равновесие позволяет обоим лагерям выживать. Есть еще интересные виды кукушек со своими стратегиями. На юге Европы и в Северной Африке живет птица с пестрым оперением и заметным хохолком. Это хохлатая кукушка. В отличие от обыкновенной кукушки, ее птенцы не уничтожают соседей в гнезде. Более того, в Испании хохлатая кукушка подбрасывает яйца воронам, умным и сильным птицам. И удивительно, кукушонок растет рядом с воронятами. Его громкие крики лишь подстегивают родителей приносить больше пищи и выигрывают все. В этом случае обман превращается в сотрудничество. В тропиках Америки черные кукушки Ани создают общее гнездо для всей группы. Иногда до 4 пар. Каждая самочка откладывает туда яйца, и все взрослые птицы вместе их насиживают и кормят птенцов. Здесь нет места одиночному обману, только коллективный труд. Так что не все кукушки подкидывают яйца в чужие гнезда, да и к тому же не единственные мастера обмана в птичьем мире. Их стратегия гнездового паразитизма оказалась настолько удачной, что ее независимо изобрели и другие виды. Например, медоуказчики, невзрачные серые птички, обитающие в Африке. Они известны необычным союзом с медоедом. Да что там медоед? Они людям показывают дорогу к ульям диких пчел, за что и были так прозваны. Но в гнездовой сезон медоуказчики превращаются в безжалостных паразитов. Самка откладывает яйца в норы пчелоедов-щурок. Птенцы медоуказчика появляются раньше и вооружены крючковатым клювом. Этим оружием они убивают соседей по гнезду. В Америке живут трупиаловые, они же американские иволги, касики или желтушники. Они сопровождают стада, ловя вспугнутых насекомых. Но еще они паразитируют на гнездах сотен видов, от воробьев до пересмешников. Их птенцы не всегда уничтожают соседей, но растут быстрее и сильнее. Из-за них хозяева теряют часть потомства.
Вдовушки. Эти африканские ткачиковые выбрали особую тактику. Птенцы вдовушек настолько похожи на птенцов хозяев и окраской, и голосом, что родители не замечают подмены. Молодые самцы вдовушек учатся пению приемных родителей, а самки запоминают его как паспорт. Взрослея они находят пару именно по этому голосу. Здесь обман превращается в сложную культурную традицию. Да и у водоплавающих птиц встречается подкидывание яиц. Самки откладывают яйца в чужие гнезда, и выводок становится общим. Иногда число яиц доходит до абсурда. В одном гнезде красноголового нырка орнитологи насчитали 87 яиц, снесенных 13 самками. Среди утиных только черноголовая утка из Южной Америки является настоящим паразитом. Она никогда не строит гнезд, ее птенцы сразу начинают самостоятельную жизнь. Даже у страусов тоже встречается своя страусиная версия подкидывания. У них это не настоящий паразитизм, как у кукушек, а коллективное гнездование, как у кукушек Ани, но с элементами конкуренции. Самка страуса не строит гнездо в одиночку. Несколько самок откладывают яйца в одну большую кладку. Главная самочка, доминантная, складывает яйца в центр, а яйца второстепенных самочек по краям. Когда приходит время насиживать, самка выбирает и оставляет примерно 20 яиц, а остальные отбрасывает. Чаще всего именно чужие яйца оказываются выброшенными. Так получается странная система. Вроде бы коллективное гнездо, но на деле борьба за место в инкубаторе. Но все-таки почему кукушка подбрасывает свои яйца в гнезда? У орнитологов есть несколько версий. Главная причина – это питание. Взрослая кукушка всеядна и почти безразборна. Ее клюв смело справляется даже с тем, от чего другие птицы шарахаются. Мохнатые ядовитые гусеницы, которые не тронет ни одна пеночка или славка. Для взрослой птицы это лакомство, но для нежного птенца такой рацион может быть смертелен. Кукушонок не в силах переварить ядовитую пищу, которой питается мать. Если бы кукушка пыталась выращивать своих детей сама, ее потомство просто не выживало бы. Поэтому природа подарила ей иную стратегию – доверять воспитание другим. Подбрасывая яйцо в чужое гнездо, кукушка передает заботу тем, чье меню подходит ее птенцу – мелким насекомоядным певчим птицам. Их добыча нежнее, легче усваивается и обеспечивает кукушонку быстрый рост. Есть и вторая выгода. Птицы схожего размера обычно способны поднять лишь 4-5 птенцов за сезон, а кукушка, избавленная от хлопот, может отложить до 20 яиц и оставить каждое в чужом гнезде. Это резко повышает шансы вида на выживание. Да и вообще, гнездовой паразитизм – явление не только птичье. В разных уголках мира эволюция неоднократно рождала стратегию оставить свое потомство на попечение других. Это происходит и у насекомых, и у рыб, да и в высокоразвитом человеческом обществе это явление встречается сплошь и рядом. Конечно, мы не откладываем яйца в чужие гнезда, но знакома та же логика. Заботу о ребенке можно переложить на других. Детдомы и подкидыши никто не отменял. А есть и более мягкие, а где-то и полезные формы. Лето. И вот сорванец уже не дома, а в лагере или в деревне у бабушки. Родители отдыхают, а малыш получает заботу, еду и воспитание, пусть и другими силами, не родительскими. Но в дикой природе, конечно, все по-другому. Там есть только один закон – выживание. Любая тактика, которая позволяет виду сохранить потомство, закрепляется и становится частью эволюционной игры. Для человека поведение кукушки кажется хитростью, обманом и даже предательством, но природа не знает моральных оценок. Здесь важен лишь результат – выживание. Кукушка нашла свой путь. Она не заботится о гнездах, не выкармливает птенцов, а перекладывает эту работу на других. И этот способ оказался успешным. Миллионы лет он сохраняет ее род, делая птицу одновременно символом весны и символом обмана. Но нельзя забывать и еще одну особенность кукушек – их способность поедать волосатых гусениц, которых избегают другие птицы. Среди них множество опасных вредителей леса. Кукушки не слишком разборчивы в питании и берут то, чего в данный момент больше всего. Когда гусеницы размножаются массово, они уничтожают их в огромных количествах, принося реальную пользу природе, поддерживая баланс. Мы редко видим кукушку, но ее голос знаком каждому. Простое и спокойное ку-ку.
звучит в тишине леса, напоминая нам о том, что иногда в природе выживает не сильнейший, а тот, кто умеет приспосабливаться. Да к тому же эти птицы приносят природе больше пользы, чем мы привыкли думать. А наша человеческая задача – беречь природу, в том числе это касается и кукушек. Да и не забывать за своей приглядывать. Улетит, потом не поймаешь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.